Знаете, жизнь в частном доме в Украине формирует у нас одну привычку. Привычку жечь костры. Нет, я не про тех варваров, которые сжигают листья, ветки, ботву растений, мусор всякий, пластиковые бутылки. Нет, я про другое. Я про приготовление пищи, вкусной пищи на живом огне. И вот как это неудивительно для меня оказалось, здесь, в Германии, довольно быстро я понял, что мне этого не хватает. Ну, казалось бы, в чем проблема? Пойди в лес и жарь себе шашлыки на здоровье. Но в Германии не все так просто. Это в Украине было просто. Можно было пойти на берег Днепра и спокойненько развести себе костерчик. Здесь все по-другому. Дело в том, что немцы как бы стоят перед выбором. Дилемма своеобразная. С одной стороны, немцы очень большие любители приготовить всякие, особенно мясные продукты на гриле, на огне. Здесь в супермаркетах огромный выбор. Колбаски какие-то, стейки, бифштексы. В общем, специально для приготовления на огне. Причем есть уже замаринованные, есть сырые, на любой вкус. Немцы очень это любят. Но с другой стороны, немцы очень любят свою природу. Заботятся и берегут ее. И вот как им быть в этой ситуации? Ну, немцы народ практичный, немцы народ вдумчивый. И они приняли, в общем-то, такое решение. Правильное, я считаю. Они для разведения костров, для приготовления вот этой пищи на живом огне предусмотрели специальные места. Называется гриль-пляц. Если зайти на сайт любой городской общины, даже самого маленького городка, обязательно найдете указание места, и даже не одного, где вот можно заниматься этим делом. Ну, это могут быть платные места, где они специально оборудованы. Могут быть бесплатные места, хотя все равно они оборудованы, ну, естественно, там комфорт гораздо меньше. Это, чтобы вы понимали, бесплатное. Есть зона под крышей, умывальник, причем с нагревателем, чтобы помыть руки, чтобы помыть продукты. Есть лужайка, где стоят шезлонги, где стоят лавки, где стоит очаг. Единственное, что просят, это убирать за собой и не шуметь после 22 часов. А почему, собственно говоря, немцы так переживают за свои леса? Ну, дело в том, что вот здесь, где я живу, здесь гористая местность, густо-густо покрытая лесом. Причем этот лес имеет одну большую проблему. Последние годы она очень серьезная. Дело в том, что здесь распространился и свирепствует какой-то стволовой вредитель, который поражает в первую очередь хвойные деревья. Ну, в первую очередь тут ели много. Вот идешь по лесу и просто целые куски сухого леса, который просто изъеден вот этим самым стволовым вредителем. Представляете, насколько быстро здесь будет загораться и распространяться пожар. А тушить его здесь достаточно сложно, местность гористая. Поэтому не случайно прошлым летом, когда была сильная засуха, здесь постоянно над головой кружил вертолет, который осматривал всю эту местность. Постоянно ездили пожарные машины с сиренами. И самое главное, что постоянно включали сирены оповещения. Вот представьте, для человека, который приехал из Украины, снова услышать здесь сирены. Сирены, которые причем и днем, и ночью можно услышать, которые предупреждают об опасности. Значит, где-то что-то уже загорелось. Поэтому немцы решили этого избежать. Как говорится, лучше передеть, чем не пиздеть. Вот по такому принципу, собственно, они и живут. И делают, на мой взгляд, правильно. Ну хорошо, вот нашли вы такой гриль-пляц, но вас не устраивает, что рядом сидят такие же любители жареного мяса, скажем, как и вы. Вам хочется уединения. Что делать в этой ситуации? И тут они продумали выход. Если вы живете в частном доме, в принципе, вы можете разводить там огонь, разводить костер и жарить вот это самые шашлыки, назовем их так. Но это место обязательно должно быть правильно оборудовано. Что это значит? Это значит, должно быть либо мощение каменное, либо, скажем так, цементная стяжка. И рядом не должно быть каких-то легко воспламеняющихся предметов, ну, или растений. Вот на такой площадке, собственно говоря, мы тут первые шашлыки и начали жарить. Каменное мощение и каменная стена. Больше ничего рядом деревянного нет. Небольшой гриль. Естественно, покупные угли. Здесь это очень распространено. Здесь никто не жжет бревна какие-то. Долго, нудно, пока это все преобразуется в жар. На самом деле покупают готовые уже брикеты или готовый уголь. Специальный розжиг. Причем розжиг, насколько я знаю, не жидкий. Жидкий здесь запрещен, а именно сухой. Ну, что-то типа сухого спирта, который очень быстро загорается. Правда, выделяет черный дым, видимо, на основе нефтепродуктов каких-то. Ну и угли за счет него очень быстро набирают жар. Простой, в принципе, удобный способ. Небольшой у нас гриль есть, на котором мы жарим
Ну, мясо, там, окорочка какие-то, в общем, то, что нам хочется. Колбаски я очень люблю, например, мясные. Но если я живу в частном доме, но съемном, я обязательно должен спросить разрешение у хозяина, можно ли мне это делать. И если хозяин против, ну, в принципе, вы можете, вы как бы снимаете это жилье, вы съемщик, в общем, этого жилья, по большому счету вы имеете на это право. Но я думаю, что с хозяином лучше в такие противоречия не вступать. Поэтому спрашиваю разрешение и жарю шашлыки. Второй вариант. А если вы живете, скажем, в каком-то многоквартирном доме, и у вас есть балкон, имеете ли вы право на балконе жарить шашлыки? Да, имеете, потому что, опять же, это ваша площадь. Но в Германии очень принято соседей заранее информировать. Причем они информируют обо всем. Например, если вы проводите какие-то ремонтные, строительные работы у себя в доме, вывешивается объявление, что такого-то числа со стальки-то до стальки-то будет шумно. Извините, дорогие соседи. Точно так же и шашлыки. В принципе, можно, но ведь не каждому понравится запах дыма или запах жареного мяса, например. Поэтому предупреждать. Причем жарить такие шашлыки лучше не утром, когда еще люди спят, и не вечером, когда они уже отдыхают, а в дневное время. Ну хорошо, а какие еще варианты в Германии существуют для тех, для ленивых, назовем их так, кто не хочет вообще заморачиваться с этим? Есть так называемые газовые грили. Ну то есть это газовый баллон, газовая горелка, которая, естественно, разжигается и которая горит. Над этой горелкой размещаются специальные вулканические камни, которые набирают жар, и потом очень хорошо его отдают. Над ними, над этими камнями, решетка, на которой, собственно, и жарится. Очень популярный вариант, причем вариант популярный и в частных домовладениях, где есть пространство, и на балконах где-то. Ну и, наверное, самый распространенный вариант, самый простой, это электрогрили. Здесь их много в продаже всяких. Ну, я вот приобрел себе тоже, приобрел относительно недорого, порядка 40 евро он в Лидле продается, для тех, кто в Германии знает, что такое Лидл. Порядка 40 евро. В принципе, он очень простой, но меня он очень устраивает. У него есть регулятор мощности, то есть можно сильнее жар сделать, можно меньше. Жарит он очень хорошо, мне это нравится. Он не сушит медленно, а именно жарит. Причем у него есть два варианта использования. Вы можете использовать его с нижним нагревом и с верхним нагревом, закрыв и жарить с обоих сторон сразу. Это очень быстрый вариант и отлично все прожаривается. Либо же полностью его раскрыть на 180 градусов и использовать две горячих поверхности. Но жарится с одной стороны, вам надо будет продукты переворачивать. Очень важный момент, у него легко съемные пластины. Ну, понятно, что жир будет, соки там какие-то из овощей выделяются, все это будет подгорать. Вот эти пластины легко снимаются и очень легко моются. Вот для меня, например, это выход. Когда действительно не хочется заморачиваться, спрашивать у хозяина разрешения, можно я сегодня буду шашлыки жарить. Для меня это отличный вариант. Что я жарю? Ну, обычно рыбу. К сожалению, вот здесь, в этом регионе Германии, с рыбой большие проблемы. Ну, видимо, не принято. У них здесь рыба красная, пожалуйста, в продаже есть. А вот то, что у нас там всякие карпы, ну и прочая такая вот недорогая рыба, скумбрия какая-то, здесь ее в магазинах фактически нет. Зато огромный выбор, как я сказал, уже мясопродуктов. Я люблю колбаски, например. Ну и, конечно, я люблю овощи. Даже зимой в супермаркетах немецких огромный выбор овощей. Да, не все вкусное. Скажем, огурцы, ну, вообще никакие. Помидоры можно найти нормальные. Перец просто великолепный, болгарский перец. Мясистый, ароматный, очень вкусный. Ну, собственно говоря, чего далеко ходить. Давайте я вам покажу, что я буду сегодня готовить. Я как раз сегодня собираюсь жарить, пользоваться вот этим самым электрическим грилем. Так, ну, посмотрим давайте, что нам Бог послал тут. Ну, во-первых, баклажан, конечно. Дальше, 2 длинных перчика. Лук синий, желательно мелкий, конечно, но у меня и мелкий, и средний, средний разрежу пополам. Это фенхель, который очень вкусный, если резать его пластинками и запекать. Это помидорки черри, которые тоже отлично запекаются. Это петрушка. Петрушка корневая, которая порезана у меня уже, ну, остатки. Ну, а это шампиньоны, несколько штучек. Великолепный набор для того, чтобы печь на гриле. Конечно, во время жарки следим. Разные овощи, разные продукты жарятся с разной скоростью. Что-то снимаем раньше, что-то снимаем позже. Ну что, снимаем последние овощи. Знаете что? Я у себя нашел, завалялась у меня куриная ножка. Я вчера бульон варил и
Эта ножка уже вареная фактически. Мы ее сейчас тоже бросим на гриль. Как бы немножко подогреем. Ну и плюс парочку вот таких половинок булочки. Булочка разрезанная поперек. Тоже зажарим немножко. Пока у нас курочка с булочкой жарятся, греются, нам нужно этот салат доделать. Ну, во-первых, не забудьте снять шкурку. Снять шкурку с перцев, снять шкурку с помидор. Так будет лучше, так будет приятнее есть. И теперь нам нужно это все объединить чем-то общим. Ну, во-первых, добавляем чеснок. Я люблю чеснок. И поливаем все это дело растительным маслом. Ну, у меня масло не оливковое, у меня масло подсолнечное. Не разбогател я еще для оливкового. Поливаем и теперь все это просто перемешиваем. Собственно, можно сервировать. Ну вот, все готово. Конечно, сырые овощи выглядят гораздо красивее. Картинка великолепная, все яркое такое. Но уверяю вас, вот то, что я сейчас приготовил на гриле, это очень-очень вкусно. Во всяком случае, я это очень люблю. Причем раньше я считал, что это блюдо, ну, типа такое летнее, осеннее. На самом деле, если есть у вас гриль, сейчас в супермаркете все эти продукты можно совершенно спокойно купить. Да, конечно, не забудьте посолить, поперчить, присыпать зеленью, ну, специи на ваш вкус. Обязательно в комментариях кто-нибудь напишет, что я не сказал, что надо посолить и поперчить. Ну, в общем, приятного аппетита! Ну, вот так, собственно, обстоят дела в Германии с этими самыми шашлыками, назовем их так. Если очень хочется, выход всегда можно найти. И сохранить природу, и удовлетворить свое собственное желание и любовь к каким-то жареным на огне продуктам. У меня на сегодня все. Хороших вам работ в саду, хорошего вам мая и всего доброго.